За последние пару лет тысячи людей уехали из России. Кто-то просто поменял страну, а кто-то полностью поменял свою жизнь. Сегодня история двух ребят, которые никогда не занимались бизнесом, переехали в Сербию, открыли здесь бар и собрали вокруг него свою маленькую русскую общину. Сегодня мы заглянем внутрь этого бара, поговорим с ребятами и узнаем, каково это открыть бизнес с нуля в новой стране. Бруно – это, получается, карьерный трамплин для тех, кто хочет начать карьеру в IT. Бар, которого никогда не должно было быть. Защита гражданских прав Российской Федерации. Неделю в Верхнем Ларсе, жил в пещере. Против своей воли я стал умней. Русы ищут сгущенку, ищут гречку. Бизнесов малых, которые открывают здесь русские, он получается для русских. Сербский бизнес, он зачастую непостижим. В Сербии к русским относятся гораздо лучше, чем относятся русские к русским в России. Красиво же? Здраво, здраво. Тёмыч, у тебя сегодня день рождения. Там сзади я вижу просто толпу людей, которые пришли тебя поздравлять. Я надеюсь, что полицию не вызовут, хотя 2 раза уже было, что вызывали. Я хочу подарить тебе вот эту прекрасную футболку прекрасную. Как ты знаешь, я фанат брутализма югославского большой. И эта футболка, я покажу на камеру, потом положим обратно. Студия «Бетон» ее делает. Это памятник на горе Космай, посвященный партизанам. Вторая мировая война. Вот, я тебе ее дарю. Уважаемо. Чем ты помнишь? Уважаемо. Ну, есть куда расти, как говорится. Не только бизнес. Блин, плотный какой, клевый, короче, катон, 100%. Он мало того, что клевый катон, там еще и картинка такая прямо, знаешь, она ядреная, она вообще не смывается никак. Расскажи немного о себе. Кто ты? Что ты сделал для хип-хопа в свои годы? Чем ты занимался до переезда в Сербию? Я обычный пацан с улицы. Да нет, правда, стандартная у меня судьба. Работал в найме, учился и закончил политех петербургский. Угу. Перед тем, как уехать, я забрал документы Я пошел в магистратуру на второе высшее в Российскую академию права при Министерстве юстиции. На гражданское право, гражданское судопроизводство. Была у меня такая голубая мечта закончить... Юристом стать? Ну, не стать юристом, а просто это скорее не коммерческая история. Я всегда хотел помогать, чувакам, которые не шарят, не разбираются в законах. Просто при условном каком-нибудь муниципальном депутате 1-2 раза в неделю вести приемы и помогать тем, кто не может оплатить консультацию юриста. Вот, это история абсолютно некоммерческая, но когда жена у меня узнала, сколько это стоило, поступление и обучение, да, она, конечно, это не поддержала, так скажем. Полгода я не доучился. Получается, чтобы допустили меня к магистерской диссертации, нужно было 2 публикации. Я 2 публикации осуществил. Публикации мне на тему защиты гражданских прав Российской Федерации. И получается, что и преподаватель, с которым я хотел писать эту выпускную квалификационную работу, уже не работает там. Ну и я, соответственно, уже в 3-м подряд академии. Ну, может быть, когда-нибудь я и окончу. Но пока я не могу. Судьба условно складывается немножко по-другому, да. Условно, да, я на свою тему сейчас не могу ничего писать, ничего защищать. Что, Вова, расскажи мне, пожалуйста, кто ты, откуда? Всем привет! Мы в Новом Населе. Погнали! Вот это мне нравится, вот это уже хорошо. Значит, чем занимался до... Ты, наверное, имеешь в виду, кем я был в прошлой жизни. В прошлой жизни, да. Давно было дело. Ну, слушай, в профессиональном плане я трудился в строительной сфере, все устраивало, но череда роковых событий 22 года призвала в путь, дорогу, так сказать. Чтобы попасть в Сербию, пришлось переплыть Балтийское море, между прочим. У всех свои истории, да, удивительные. Кто-то там неделю в Верхнем Ларсе, жил в пещере, а мы переплывали Балтийское море. Ну, на самом деле, все было достаточно прозаично. Мы плыли на комфортабельном пароме, в 3-местной каюте.
Почем трехместная каюта? Добрый день. О, ребятушки. Здраво, здраво. Видишь, как все друг друга знают, все здороваются. Вот. Уютный наш райончик. Мы по ошибке забронировали каждый себе по трехместной каюте, и потом так и встречаемся. У тебя соседи пришли? Не пришли, у меня не пришли. Короче, мы вот так вот супер люкс плыли из... Получается, вы в 3 раза больше заплатили. Ну, а там как будто бы не было другого выбора. Ага. Но мы были очень рады, в принципе, что на этот паром попали, что мы на него сели. Это было в 20-х числах сентября 22 года. Я, на самом деле, в мае 22 года вместе с моим подельником по совместительству, моим свояком, свояк, если кто не знал, то это сын сестры моей жены. То есть у меня есть жена, у жены есть сестра, и это ее муж. Мы в мае 22 года купили билеты на паром из Хельсинки в Любек, в Германию. На май купили? Нет, в мае мы купили на 22 сентября. На 22. Да, соответственно, это был билет на паром из Хельсинки в Германию, и оттуда мы уже по земле добрались до Нови Сада. После этого мне люди говорят, что вам, типа, лучше бы поиграть где-нибудь в казино, потому что на такую дату купить билеты на паром, это, типа, ну, прикольно получается. Так, и вы ехали, получается, вы на машинах поехали до Хельсинки? Да, поехали на машинах, как обычно, в Финляндию. Как раньше все ездили? Ну, как бы, да, мы все из Питера, из-под Питера, у нас у всех был там 5-летний Шенген, у меня последний. Всегда ездил в Лаперанту, Иматру и прочие близлежащие города. И в один из моментов, соответственно, мы остановились в отеле между Хельсинки и между Лаперантой в городе Котка, насколько я помню. Знаем, да. Вот. Поставили машины, соответственно, пошли в бар отмечать наш отъезд. Мой подельник, соответственно, в баре п***ал сумку с 13 тысячами евро. Ну, ого! Да, это было жестко, там были и билеты на паром, и загранпаспорт. И мы бежали уже типа под закрытие бара. На самом деле он закрыт был, потому что финны работают вообще по кайфу, на самом деле. Что суббота, что воскресенье, они закрываются примерно в 8. Мы уже сильно позже ломились в этот бар и без проблем нам отдали, сказали: да, чуваки, вы забыли сумку, даже не заглядывали, не проверяли, и мы выдохнули тогда. И, соответственно, на следующее утро мы проснулись от того, что владелец апартаментов стучит нам в дверь и говорит, типа: чувак, тебе прям сильно разбили стекло. После чего мы как бы офигели, потому что нам впереди еще 2 дня пути, около 2000 километров после парома. И я, соответственно, остаюсь в Финляндии без стекла со стороны водительской двери. А Вова поехал? Не-не-не, мы все вместе поехали. Нет, никто не остался. У нас паром, у нас есть типа там 4 часа до парома. Ага. И мы поехали до соседних автосервисов, потому что довольно машина популярная, Меган 2, обычная тачка в Финляндии. Никто не смог починить стекло в режиме реального времени. Мы такие: ну окей, нужно погрузиться на паром. Мы взяли справку в полиции, что нам разбили стекло, чтобы вопросов не возникло. Кстати, извините, парома. я тебя перебью. Давай. Хоть что-то решилось по этому вопросу сейчас? Да нет, конечно. Ничего. Просто у меня есть бумага о том, что ну, там не было камер, да, и есть просто бумага из финской полиции, что мне разбили стекло. Соответственно, уже пришвартовавшись в Германии, я до Берлина проехал 300 километров с этим стеклом. Пытался в Берлине найти автосервис, который бы починил хотя бы в течение нескольких дней его. Дальше, после Берлина, я поехал в Прагу. Тоже пытался найти несколько автосервисов. И как было по отношению к русскому человеку в тот момент? Да в целом нормально все. Да, просто я думаю, что мы в Финляндии нарвались на каких-то неадекватов. Ну, как бы мы номера, да, не меняли. У нас были у всех дубликаты без флага. Обычно, ну, типа... Обычно ездили всегда без замены, а тут решили, что ну, дальняя дорога, нужно взять дубликаты. Но мы даже не меняли эти номера. Ну и прикол в том, что в Европе никто нам не смог заменить стекло в течение... Если бы это было до 3 дней, окей, мы бы подождали. Но фишка в том, что они ценят свое время. Я в курсе. Да, поэтому мы поменяли стекло, уже приехав в Нови Сад, спустя 40 минут после прохода границы в Суботице. У меня стояло стекло это. Потому что мы заранее списались с русскими чуваками, у которых сервис здесь. И, соответственно, они заказали это стекло из Белграда, и, ну, реально в течение там получаса оно у меня стояло уже. Вот. Неприятная фигня, но бывает. Что тут? Ну, люди все разные, да. Что? Да, тут еще я никого не виню, да, потому что, на самом деле, тогда тайминг был такой дикий. И, ну, никто не знал, что такой тайминг будет, потому что, ну, мы ехали как едем. Как мы планировали, так и ехали.
На самом деле мы готовились заранее, сильно заранее. Эти билеты были куплены заранее. Мы собирались, продавали там имущество, да, все, что можно было продать, готовились конкретно. Это квартира, что ли? Ну, квартира еще одна осталась, но все, что можно было продать из такого, да, из автомобилей. Значит, все это переложили в твердую валюту и поехали. Мы поехали целенаправленно сразу сюда, в Сербию, конкретно в Нови Сад. По большому счету, это методом исключения от противного, да, пошло. Не так было много доступно стран, куда можно было вот так с двух ног влететь и на месте уже разбираться, да, чем ты будешь заниматься, как ты будешь легализовываться. Допустим, в Центральную, Западную Европу так просто не заедешь. То есть ты должен сначала доказать все основания, сразу кем-то стать. Здесь ты можешь стать по ходу пьесы, да, то есть ты приехал в страну, начинаешь налаживать быт, там пристраиваешь первым делом себя, семью, а потом уже в нашем случае так получилось, что мы стали придумывать себе занятость, изобретать. То есть мы не айтишники, не крутые удаленные специалисты, и нам пришлось себе пропитание искать на земле. Такой, в принципе, и был план. Скажи мне, почему именно выбрали Сербию и Нови Сад для переезда в СВО? Ну, в целом, про Нови Сад начали видосы смотреть на Ютубе, начиная с 24 февраля 2022 года. Ну, как я тоже так. Ну вот, да, и в целом сюда целенаправленно ехали. Мы последнее время жили там под Питером, в небольшом городе, Всеволожск такой. Он в целом маленький, компактный, ну и привлекло то, что здесь тоже, в принципе, из любой точки А в точку Б можно добраться без использования там общественного транспорта или автомобиля. Куча велодорожек, в целом вот это и привлекло, наверное. Детям здесь комфортно. Ну, в Белграде, наверное, сейчас скажут люди тоже хорошо. Но что-то я сколько раз не бывал в Белграде, что на машине, что на общественном транспорте, не смог его познать вайб, и мне он совсем не заходит. Ты сейчас живешь в районе, где мы были, Новонаселье. Почему именно тот район? Там много зелени или там просто Новонаселье, он очень похож на Новый Белград. Там широкие улицы, куча зелени, много парковочных мест. И детям там супер комфортно, потому что у нас есть отжатая властником терраса, которая выходит на детскую площадку. И дети с утра до вечера просто тусуются с сербами, играют. И как бы за ними наблюдаешь? Да, с террасы можно сесть с кальянчиком и с кайфом понаблюдать за детьми. И в целом довольно безопасно. По сравнению с Белградовкой, например, здесь точно безопаснее. Новонаселье. Строго говоря, новым оно было лет 50 назад. То есть вот эти дома, как красные, да, это застройка позднего Тита. Значит, Тита у нас умер в 80-м году. Вот, кстати, в день, когда мы первую часть с тобой снимали, было ровно 45 лет со дня смерти Тита. 4 мая, вот у него с Тёмой в один день, то есть этот родился, а тот умер. Совпадение? Не думаю. Так, и что тут, чем хорош или чем вот, плохо? Чем хорош Новонаселье? Я как человек семейный, да, у меня, значит, старший сын школьник, вот наша школа. Мы ее с тобой прошли, типа 50 метров от подъезда. И также мы прошли садик. Это для моего уже младшего ребенка. То есть нам эта локация очень удобна с точки зрения, да, детского досуга и образования. Вот тут есть площадки, район зеленый, смотри, сколько зелени, асфальта практически нету. Всегда есть парковка, то есть я как активный автомобилист, я здесь уже 2,5 года, каждый день езжу на машине, и мне никогда не приходится крутить круги, типа, где же я там сейчас буду, где же я буду парковаться, когда я приехал домой, я никогда не думаю, где я поставлю машину. Ну и доступность к основному городу, ну здесь 3 километра, наверное, до центра, пожалуйста, садись на автобус, на машину, на велосипед, без проблем. Нови Сад, в принципе, я так понимаю, что и велодорожки. Рай для велосипедистов, да, чисто выезжаешь на велодорогу. Все практически основные трассы продублированы велодорожкой, едешь с комфортом, широко, хочешь с детьми, хочешь один, как хочешь, без проблем добираешься. То есть я не чувствую, что я живу на окраине какой-то.
Для нас это, естественно, поворотное решение в нашей судьбе. Мы ехали, типа, нас не компании перевозили, нам не фрахтовали целиком сюда под домашних животных. Я знаю, у меня приятель из Белграде, офигенный чувак, у него реально контора, просто она фрахтовала самолет, чтобы все там ребята, которых релоцируют, чтобы они могли перевезти домашних животных, да. То есть, ну, это определенный выход из зоны комфорта был. Во-первых, язык, во-вторых, в целом жизнь за пределами России. Я, к сожалению, английский выучить не успел. Соответственно, я ехал только с русским языком, вообще не владел ни английским, ни сербским, естественно. Вова? Ну, Вова английский был у него какой-то базовый, уже вот. Но это ничего тебе не дает, когда ты здесь ходишь по государственным инстанциям. Обычно с тобой люди говорят только на сербском. Но, возможно, это сыграло такую роль, что мы быстренько начали учить. Бегло, хотя бы как-то, с ошибками, неважно, просто начинать говорить на языке этих ребят. И тогда отношение, конечно, другое. Когда ты пытаешься, когда ты говоришь человеку, что ты понимаешь, что он говорит, но отношение совсем другое. Как только приехал, я поступил сразу на философский факультет Нови-Садского университета для как раз обучения сербскому языку. Но я не уверен, что это был хороший, успешный опыт, потому что преподавали они через английский. А что было самым сложным? Вот поначалу, кроме языка. Поначалу понять вообще, чем здесь заниматься, потому что мы оставили все нашу работу офисную, мы работали в офисе, не было никогда удаленки, никто из нас не айтишник. Вариантов было достаточно много. У нас, наверное, где-то еще до сих пор сохранился экселевский документ, где у нас был мозговой штурм в 4 головы. Мы, значит, думали, чем мы будем заниматься. Но мы хотели приехать сюда и посмотреть, а что же мы можем здесь открыть, да, какой-то там малый бизнес или что-то, что мы могли бы на первых порах своими силами, то есть не нанимая кучу персонала, не закупая какое-то дорогое оборудование, денег было, в принципе, немного. Мы стали смотреть, что предлагается. Как правило, продажа готового бизнеса – это либо что-то умирающее такое, да, где владелец выгорел, устал и уже просто хочет слиться в ужасе. И продать тебе свой супер успешный Да. И отбить хоть какие-то деньги свои, да, вложенные. Нам нужно было бы просто придумать какую-то сферу, какой-то бизнес-план на коленке, там, где мы можем закрывать потребность в работниках самостоятельно. И вы придумали бар. Ну, в целом, да, на самом деле. Какие еще варианты? Были куча вариантов. Мы чуть не купили на Брача Рыбникар в Нови-Саде. Кто из Нови-Сада понимает, где это? Гиблая Цвечара. Цвечара – это цветочный магазин. Там бедолага такой, не помню, как его звали, Боголюб, что ли. Прекрасный парень. Но это кошмар. Он хотел там в районе 10 тысяч евро за просто стеллажи, за цветы. Мы к нему приходим на первую встречу и спрашиваем: дружище, а где у тебя холодильное оборудование, как ты цветы хранишь? Он с понурой головой достает такой мешок с удобрениями, с прилавкой, и такой говорит: ну, у меня нет денег на холодильное оборудование. И такое. Слава богу, мы не купили у него этот бизнес, потому что это капец. У него не было там, по сути, ничего. Знаешь, там в цветочном магазине бывают там холодильники, что-то еще, там какое-то опыление, охлаждение, да, там увлажнение. А у него ничего не было, и нам это совершенно не понравилось предложение. И следующий вот как раз-таки попалось нам помещение, где был бар. Это вот здесь сейчас Бруно. Здесь сейчас где Бруно, да, туда мы, значит, и влетели. Что нам понравилось? Там все было, по сути, готово уже сразу к работе. То есть стояла барная стойка, стулья, то есть мебель, столы, все это было. Мы практически ничего не покупали. И не покупали бизнес. То есть сдавал уже собственник помещения. И они говорят: ну, нам пофиг, что вы будете здесь делать. То есть хотите, пусть останется бар. Если не хотите, там, придумывайте что-нибудь. Мы такие: ну, раз оно уже все есть, зачем нам еще там тратить деньги, давай становиться барменами. Хотя мы, когда ехали сюда, у нас не было никакого понимания там ни про крафтовое пиво, все эти ипы, дипы, не ипы. Это набор букв был для нас. И не знали абсолютно мы ничего, там из чего состоит тот же коктейль Негрони или что-то еще. Что тебя особенно прельщает в атмосфере Нови Сада, кроме вот безопасности, дети там за углом, город-то большой в целом?
250 тысяч населения, получается, не такой большой город. Ну, в целом, не знаю, может, какие-то, не знаю, все там сравнивают какие-то города с другими, но я не думаю, что это вообще релевантно, потому что у каждого города, типа, там свой характер, свой стилек. Здесь проживает много нацменьшинств, то есть, например, когда дети пошли в школу, ни для кого там не стало там, чем-то вау-эффектом, что иностранцы какие-то приехали и учатся наравне с сербами, потому что здесь, насколько я понимаю, типа там 4 или 5 языков официальных, ну, как и во всей Воеводине. И в целом такая доброжелательная атмосфера, и, в общем-то, вот мы приехали к бару. А, здесь знаешь, что вот я знаю минус этого района? Так. Здесь очень мало всяких кафешек. Ты выходишь, когда из дома, у тебя все рядом. Справа стоматология, слева пекара, магазин. Так. И ты можешь идти вот так вот, наслаждаясь, сесть где-нибудь в кафе, например, в ту же самую ветеринарию, например. А здесь такого не особо. Ну мы... Прям спальник-спальник. Да, спальник-спальник, но мы не такие прям, чтобы ходаки по кафешкам. Если выдается, да, оказия, какой-то выходной день, без проблем едем в центр, едем на набережную, куда угодно, в этот там Дунавский парк, вот, пожалуйста, садись в кафешку. То есть мы люди не такого уровня дохода, чтобы каждый день нам... Ну и сербы тоже не такого уровня дохода. Нам восседать. Все стены, пожалуйста, будешь, обрати внимание, ННЦЗ. Значит, это новонаселе Цервена Звезда. Значит, у нас тут базируется одна из крупнейших фирм новисадских навиячей болельщиков Цервена Звезды. Именно. То есть здесь в футболке партизана запрещено, в принципе, выходить, будешь огребать. То есть даже так? Будешь, да. Несмотря на всю мирность сербов. Ну, ты что, это... Они мирные... Если надел на себя футболку партизана, то... Они мирные сами по себе, но если партизан Цервена Звезда... Кстати, сегодня будет футбол в Новисаде. Значит, будет наша Воеводина Воша играть. Будет движуха, будет полиция в центре. Может быть, как-то мы косвенно это застанем. Ну, конечно же, думали в сторону там, развития каких-то маркетплейсов, вот этой всей истории. Благо в Сербии в то время уже попер и ананас, и базар, и потом какие-то... Тема уже пришел, да, я имею в виду именно национальные сербские маркетплейсы, да. Но к тому моменту мы даже кидали запросы какие-то по условиям, по комиссиям, нам никто не ответил. Но, кстати говоря, на основную почту Бруно Бара вот полгода назад где-то пришло письмо от Ананас и говорят, типа, чуваки, Бруно Бар, Ананас, мы хотим вас видеть в своем пуле клиентов, продавать, ну, чтобы вы продавали пивас через наш маркетплейс. Кстати, в Сербии можно продавать алкоголь онлайн. С доставкой, без регистрации и СМС. И в результате вы пришли к этому вот... Ну, мы, да, поняли, что в целом мы за баром можем стоять. У меня есть прекрасный мужик, мой кореш из России, из Питера, который всю жизнь в барной индустрии. Он нам подсказывал на первом этапе с коктейльной картой, с технологическими картами, со всей этой историей алкогольной. Вот мы пришли к выводу, что есть помещение, есть мы, и нам нужно, получается, развиваться, открываться. Ну и, по сути, на самом деле... Даже если у Яндекс Алисы ты спросишь, типа, что ты знаешь про Бруно Бар, они скажут, что это первый русский бар в Новисаде. Да. Ну, на самом деле, тут, конечно, есть определенные разночтения. Кто-то скажет да, кто-то скажет нет, но я не знаю, как это работает, но Алиса откуда-то из открытых источников, видимо, берет данные. Ну, по факту это, в картах есть? Я думаю, первый именно формата бар как бар в Новисаде после там, февраля 22 года, это действительно наша богадельня, наш гаштет. Не было тяжело, мы вдвоем встали. И как есть, все, начали работать. Рекламы у нас не было. К нам пошли люди с нуля. Началось с самых близких знакомых, с кем, в принципе, общались в чатах.
Телеграме, то есть пришло, допустим, первых там 5 человек, они дальше, как геометрическая прогрессия, эти 5 привели еще там минимум по 1-2 своим знакомым, и так потихоньку это, значит, комьюнити начало расширяться, и до сих пор мы вот 3-й год уже существуем за счет русскоязычного сообщества Новисадского и ближайших окрестностей. Что тебе нравится в Сербии, а к чему было прям вот очень сложно привыкнуть? Плюсы, ну, грубо говоря, плюсы и минусы. Поскольку мы коммуницируем каждый день с поставщиками, с линейным персоналом, людей, которые продают свои товары в сегменте хорика, у меня вопросики, конечно. Хорика это что? Хорика — это рестораны, бары, отели, все, что связано с угостительством. У меня вопросики, конечно, возникают к людям, которые работают. Ну, они привыкли так работать, понятно. Людям все равно на свою работу, люди ставят в приоритет какие-то другие вещи в жизни. Я так не привык, поэтому меня это коробит, конечно, и доставляет очень много неудобств. Например, за 2,5 года работы ни один поставщик не выучил, что мы работаем с 5 вечера, и они просто привозят пиво в 8 утра и звонят недоумевающим голосом, спрашивают, а что у вас закрыто? А мы график работы ни разу не меняли. Мы как работали с 5 вечера, так и работаем. И типа нам приходится как-то пытаться подрываться, независимо от того, в каком месте бы ты ни находился, тебе нужно приехать и встретить это пиво и отдать пустые кеги. И бедолага Зоран у нас там владелец туристической агенции рядом с баром. К нему скидываем туда от поставщика пива. И бывает такое, что мы приходим на смену, а у Зорана вся туристическая агенция завалена просто пивом, короче. И, ну, как-то договариваемся, выходим из положения. Благо, все соседи у нас приятные люди и входят в положение, выручают нас. Потому что они работают с 8 утра. То есть тут большинство бизнесов работает, ну, пекары вообще с 6 утра работают обычно. Плюсы какие-то есть? Ну, по сравнению с Россией, да, здесь не нужна лицензия на алкоголь. Все равно там крепкий, не крепкий. Ты просто берешь и открываешь. Поскольку, ну, ты приобретаешь алкоголь у производителя, либо у дистрибьютора, у них есть все документы, и для конечного как бы бара, ресторана не нужна никакая лицензия на алкоголь. Ну, грубо говоря, просто какие-то человеческие законы, что там детям не продаешь и все. Ну, само собой, есть эти ограничения, слава богу, да. Никаких дополнительных нет. Ну и еще про алкоголь, наверное, можно сказать, что поскольку страна маленькая, все гонят раки, у всех есть раки, и, ну, это просто экономически нецелесообразно подделывать какой-то алкоголь крепкий, и поэтому производители местные здесь этим не занимаются, потому что они понимают, что, ну, их найдут и с них спросят. И свои же соседи. Как бы да, это огромный плюс маленькой страны, где как бы люди на виду друг у друга и не творят дичь. Потому что, как правило, люди творят дичь, когда они в режиме инкогнито, когда у тебя во всей стране по последней переписи получается 6,5 где-то миллионов людей. То есть почти миллион отток, конечно. Все эти люди уезжают в Швейцарию, Австрию, Германию. В целом маленькая страна – это большой плюс, что у тебя логистические какие-то расстояния, они не гигантские, то есть всю страну можно проехать насквозь, там 600 километров, это от Субботицы до Ниши. Ну, это... Храм, и рядом с ним ракета такая. Ну, строго говоря, это маяк. Там площадка детская в морском стиле, в морской тематике. А, это маяк? Да. Ну, и у тебя уже, значит, искажение какое-то когнитивное. Ракеты. Везде мерещатся ракеты. А один раз я зашел в этот храм. Значит, в этом году у меня был повод такой не очень веселый. Значит, мне нужно было слетать в Россию. У меня там мама достаточно тяжело болеет, и я хотел привезти ей вот какой-то сувенир в таком, знаешь, вселяющий надежду. В таком стиле. И подумал, где купить икону, как не в храме возле дома. Но получилось забавно. Я зашел туда, там окошко. Сидит бабушка. А я хорошо говорю по-сербски, я ей всю ситуацию обрисовал, говорю, мне бы вот иконку для вот такого вот кейса, да? А она говорит, слушай, чел, я вообще без понятия, какой тут святой за что отвечает, чисто выбирай, что тебе понравится. Нормально. Я пошел с этим
Google умная камера наводил на всех этих святых и сам себе подобрал, да, под нашу ситуацию. Но недорого, кстати. Вышла мне такая деревянная, добротная, достаточно большая икона. Да, не пластмасса, не картон. И я что-то заплатил за нее 300 динар или 400. Ну, то есть на рубли это, не знаю, Ну, $3. 250 рублей, да. Что характерно, то, что говорят, что сербы достаточно набожные, да, сильно православные, это не миф. В принципе, вот оттуда идет, значит, мимо нашего дома, сюда поворачивает в Бруно, это автобус, например, 9. И вот он, когда из-за поворота выезжает, и появляется храм, пол автобуса такие, хоба, перекрестились. У них, у сербов есть такая фишка, когда ты вступаешь, например, в визуальный контакт с каким-то храмом или с чем-то такое, но у них принято креститься один раз. То есть и вообще без проблем, там и молодежь, и, то есть и школьники, и моего возраста люди, то есть и никого ничего. Я первый раз, когда ехал, было достаточно забавно, я думаю. Хотя периодически в Нови Саде настолько бывают старые плохие автобусы, что креститься хочется. И это естественное желание. Ну, сейчас должно стать повеселее. Вроде как в этом году из Белграда нам сколько-то автобусов там подарили донашивать за старшим братом. Сербы и курение – это тема, которую я почти, по-моему, в каждом ролике Ой, поднимал. блин. Почему вы решили делать бар без курения? Потому что во всем Нови Саде, во всей Сербии курят. Я, конечно, против этого, но все курят. Я сам... И как это сказалось на клиентуре? То есть мне кажется, что сербы такие заходят, ага, не курят и уходят. Или Клиенты в борделе, у нас все-таки гости. Это чисто общепитская тема, чуваки, наверное, меня поймут, кто в этой сфере работает. Судно не плавает, судно идет. Да, судно ходит, да. Ну, на самом деле, да, блин, сербы любят курить. Я, если честно, возможно, в прошлой жизни был сербом, потому что я курить люблю, реально. Одни бы губы оставил. Вот. Серьезно? Но фишка в том, что в нашем помещении, ну, в нашем баре бывают и люди с детьми, бывают люди с домашними животными. И в целом, ну, мы привыкли уже к такой истории, что если ты куришь, ты просто выходишь за пределы заведения, на улице куришь и спокойно возвращаешься. Да, я помню, когда в России ввели запрет, все месяц, по-моему, галдели, что как плохо. Через месяц все как миленькие. В целом, на улице, это, наверное, одно из немногих, что я могу сказать, что там российские законодательные какие-то власти сделали хорошо. Это правда. Вот. Но сербы, правда, они довольно ревностно относятся к возможности курения. Свобода, потому что... Ну, в целом, да. Вообще, ну, на самом деле, оно коррелирует и с свободой, коррелирует с возможностью выходить свободно, собираться больше 3. Бывает такое, что заходит, да, человек рандомный и такой... Ты как Траволта по столам, где пепеляры? Почему не дают? И объясняем вежливо, так и так, у нас курение только на улице, внутри у нас не разрешено. И, как правило, заканчивается. Это сотрудничество очень быстро. Кажи, что ты кажешь? Да, koja vrsta ima? Ima tamo milkshake IPA, milkshake IPA. Šta vi mislite, momci, kad stane rat, kad dođe mir? Jer će se veliki broj vas vratiti nazad ili ćete ostati kod O, nas? ne znam. Svi ljudi su različni i... Ja bih volao da ostane veliki broj vas. А ты говоришь, сербы не ходят. Но это тот редкий случай. Он никогда не пьет здесь. Мне Всегда- нравится, он всегда что берет я с собой. пришел сейчас сюда, и этот случай произошел. Он всегда берет с собой. Есть куча сербов, которые реально любят крафтовое пиво, любят пообщаться, любят такой ламповый комфортный формат, как у нас. И они действительно к нам приходят и говорят: блин, круто, здорово, чуваки, что вы сделали место без курения. Нам не нужно опять, как после очередного там похода в сербский бар или на концерт, снимать одежду, кидать ее в стирку. Конечно, мы, скорее всего, мы изначально, получается, таким форматом сузили целевую аудиторию, которая может к нам приходить в заведение. Но это было сделано осознанно, потому что, я не могу представить, как у нас сотрудник, например, будет проводить за барной стойкой там 8 плюс часов в день, находясь в клубе дыма. Для меня это, странно. Я тебя перебью опять. Мы были когда в городе Кикинда, ездили смотреть на зимовку сов. Я об этом рассказывал в ролике про Субботицу. Мы зашли в там какое-то самое лучшее кикиндское заведение, нам посоветовали.
И там в клубах дыма сидят все. Там плевать. Ребенок, вот 2 года, он ползает. Вот как вот сейчас мимо прополз мальчик. Он ползает. Это Вовин, по полу. кстати. Вовин. Он ползает в клубах дыма. И всем плевать. Дети тут же сидят. Это, вот всё. это нормальный путь эволюционный. Здесь сербы молодцы, что они отстаивают свои права. Я знаю, что уже несколько раз пытались закон этот пролоббировать за запрете курения. Да. Но я думаю, что они готовы идти до конца и с полной серьезностью относиться к своим свободам и правам, вплоть до перекрытия дорог тракторами. Вот. Поэтому я думаю, что это чисто поколенческая история, потому что, будет со сменой поколений. То есть, условно, в течение 10 лет ближайших, я думаю, что этот закон будет принят, и все будут довольны. Особенно те места, где есть кухня, где есть еда. Потому что одно дело, когда ты сидишь, пьешь пиво, либо коктейли, либо настойки, а другое дело, когда ты ешь какую-то интересную еду. Там, конечно, не хотелось бы, чтобы был табачный дым. Вот. Но сейчас, конечно, многие скажут, что я лезу в чужой монастырь со своим уставом. Такие правила, на самом деле, своим жизненным опытом. На самом деле, коммерческое заведение, оно вправе выставлять свои правила. И я когда к сербам хожу, я же на них не ругаюсь, что, ребята, у вас почему разрешено курить? Да. Я просто принимаю те правила, которые у них есть, и по этим Я правилам просто принимаю живу. эти правила и просто не иду. Какие формальности было труднее всего решить при открытии бара? Это же новая страна, во-первых. Во-вторых, ты никогда бизнес до этого не вел. Аренда, налоги, лицензии. Лицензии, может быть, В целом, наверное, основная проблема это не в том, что это новая страна, новый язык и новые законы. На самом деле, континентальное право, я как почти гражданский юрист, я понимаю, что они плюс-минус километр сличные. Но основная проблема была в том, что это, бизнес, а я бизнесом никогда не занимался. И пришлось экстренно, быстро, за 2-3 месяца прочитать кучу умных книжек, начиная от всяких котлеров, и так далее, какую-то классику маркетинга и продвижения и бизнеса. Вот, то есть против своей воли я стал умней. Можно так сказать. Против своего. Но это правда, выход из зоны комфорта в любой сфере, в какую бы ты ни пошел, чем бы ты ни занялся. Если ты выходишь из зоны комфорта, ты, значит, пытаешься прыгнуть выше головы и выяснить какие-то вопросы, с которыми ты никогда не сталкивался. Так что, чуваки, всем рекомендую. Будет, конечно, трещать по шву. Все, что может трещать по шву. По доброй воле лучше. Да, но это прикольно происходило. на самом деле. Ты чувствуешь, что мы можем многое, да, как один говорил наш бизнесмен. Вот. Мавроди. Если что. Да? Мы можем многое. У тебя есть такое ощущение, что здесь, в Сербии, ты на своем месте? Или ты все-таки думаешь о том, что, может быть, когда-нибудь куда-нибудь уедешь? Все рассуждают, про какую-то интеграцию, ассимиляцию и так далее. Я, больше чем уверен, что люди, которые эмигрировали 25 плюс лет, они никогда уже не станут кем-то другим. Дети, окей. Это каким? Сербами мы никогда не станем, Это сколько понятно. бы тут лет не жил. Можешь остаться же здесь жить и Понятно, да, я бы остался, если бы они паспорта русским выдавали. Но если я и поеду, то я, наверное, поеду куда-нибудь оттуда, откуда я приехал, потому что... Всеволожск, Бернгардовка, да? Конечно. У меня там остались и родители, и мама, и папа, и у детей, и бабушка с дедушкой, куча родственников. Но дальше в Европу я точно не поеду. Свой опыт от этого ведения бизнеса ты будешь в России потом применять, когда вернешься, если вернешься? Не уверен, потому что в России сильно забюрократизирована эта сфера. Нужно пройти 8 кругов ада и потратить сильно больше денег, чем мы потратили здесь. Поэтому я в целом в найме себя в России найду стопудово. Это когда? Это, я не знаю, горизонт планирования. У меня горизонт планирования 2-3 дня, а ты вопрос таки задаешь, что как будто бы я на 7-8 лет могу рассказать, что будет. Да, такие вопросы я и задаю. Не знаю, сложный вопрос. Пока мы здесь, да, спасибо, что не гонят. Дальше будем смотреть. В ноябре я получать буду ПМЖ. Что это у нас за будочка? Так, что это у нас? Это кокицы. Кокицы – это по-сербски попкорн. И, по сути, самая популярная такая закуска to go в этой стране. Кокицы – это у нас там принято в кинотеатре, да, тут только есть, например.
А здесь кокицы вообще за милую душу в любой день, неважно. Причем в огромных количествах потребляется и детьми, и взрослыми. И они, ну, каждые 500 метров, наверное, вот стабильно будет такой ларечек. Но этот вот не работает. Этот сейчас не работает, но он обязательно будет. Не завидую я, конечно, работникам вот такого вот теремка, потому что там полквадратных метра, и когда летом плюс 35 будет на улице, естественно, у него там ни кондиционера, ни туалета, ничего нет. Каким-то образом он должен там целый день просидеть. А там же эта печка шпарит еще, чтобы кокицы-то готовились. Поэтому я бы им доплачивал за их труд. Прошлое лето 2024 года побило все температурные рекорды. Причем там и абсолютный рекорд, и средняя температура. Все, что можно было измерить, все очень сильно... А как тебе после Питера, кстати? Ну, жарко. Я небольшой любитель жары, поэтому вот, лето вот с июня, наверное, по сентябрь короткими перебежками живешь между домом, где кондиционер там 24 часа крутит, между работой, ну и в машину прыгаешь, сразу врубаешь кондей, стратегически ищешь места, где потенциально хотя бы какой-то будет тенек. Ну, в жару ничего здесь не придумаешь. Единственное, что местные любят сидеть в общественных бассейнах, да, они вот очень популярны, открытые общественные бассейны летом. Здесь, в Новом Населе, тоже должен был быть общественный бассейн. 20 с чем-то пообещали его, значит, власти, но ничего не произошло. То есть они залили такую бетонную площадку. И в прошлом году, вот в разгар жары, там даже была акция. Пришли люди в шлепках, с полотенцами потроллить, да, администрацию. Типа мы пришли купаться в бассейн. Ну а там просто бетонный котлован. И вот они там поснимали, поугорали. Аренда велосипедов, кстати. Ну, они Прям не очень. не особенно, да. Это, видимо, паркинг-сервис, это, значит, государственная аренда. Я так понимаю, она супер неудобная там, с оплатой, с стоянками, с приложением, поэтому не заходит. Есть более современная здесь сервис аренда, но я не пробовал. Я купил велосипед почти сразу, как сюда приехал, потому что велосипед на Висаде must-have. Расстояния позволяют здесь даже без спортивной подготовки, в принципе, перемещаться по городу. Ну вот это мини-рынок сезонный, овощи, фрукты, в принципе, здесь тоже мы берем. Выбор, ну и качество выше, чем в супермаркете. Мы привыкли, да, и это все эти уже мемы прошли по 1000 раз, как русы ищут сгущенку, ищут гречку, ищут творог, не находят, а если находят, там одна точка в городе, то ругаются, невкусно, не то, там, мы привыкли не так. А так, ну... Сливы точно есть. Значит, Сербия самая производящая сливы страна. Вроде бы в мире даже. В Европе-то точно. Какой-то там огромный процент производства слив на... Ну, поэтому и раки сливовицы. Сливовицы, да. Наследие ЮНЕСКО. Бар открыт, получается, уже 3-й год. Пошел 3-й, да. У нас днюха была, получается, 31 марта, чисто юридически, мы первый чек пробили. Но поскольку у нас формат такой своеобразный, мы решили отмечать день рождения в День дурака, вот, 1 апреля. Мы Поэтому... с Наташей женились, кстати, 1 апреля в День О, дурака. ну, слушай, есть что-то в этом. Что-то общее есть, да. Поэтому 1 апреля день рождения, уже, соответственно, 3-й год пошел. В баре у нас очень маленькая текучка. У нас все пацаны, которые работали, они ушли Они просто... за своей спиной. Это, во-первых, да. А во-вторых, они все ушли в IT. То есть, ну, понятно, что общепит — это дело такое реально сложное. И мечта каждого бармена, каждого официанта засесть за уютным комплюхтером и работать на удаленке. В Нови Саде, соответственно, 2 из 3 уже эту мечту осуществили. А в Белграде, получается, 1 из 2. Тоже сейчас у нас Витек уходит.
куда-то в медиапланирование. Получается, дали некую помощь. Ну, все угорают, да, что Бруно это, получается, карьерный трамплин для тех, кто хочет начать карьеру в IT, потому что, ну, правда, контингент и аудитория такая, что, ну, ребята все... айтишники в основном. Ну, практически, да, реально, подавляющее большинство, там, 80% это ребята, связанные с работой в информационных технологиях. Самым трудным на самом деле оказалось найти хорошего бухгалтера. Вот здесь это самое главное. Если с этого начать, и сразу у тебя будет хороший бухгалтер, остальные там... Как вы это поняли? Вы наломали дров? Да, так причем не только с другим. У нас сейчас 4-й бухгалтер за 2 там плюс года. И предыдущие 3, конечно, все было тяжело. Это, наверное, ключевое. Все остальное тебе помогут, тебе все скажут, какая лицензия, какие налоги и так далее, и так далее. Ты своими силами в этом, ну, практически невозможно разобраться, потому что мы сталкивались даже и не один раз с такими вещами, когда сами сербы один и тот же закон трактуют по-разному. То есть есть, допустим, 3-4 бухгалтера, и они могут тебе там диаметрально противоположную информацию давать. Те, кто-то скажет, это строго запрещено, другой скажет, нет, это абсолютно разрешено. Я с таким тоже сталкивался. Так, да, ну это сплошь и рядом здесь. Поэтому именно бухгалтер, который тебя убережет от проблем, да, с законом, с государством, это ключевое, наверное. В основном это, конечно, ребята, которых либо перевезли, либо они сами переехали. Но это, конечно, русскоязычная аудитория. Ну, бармены вот ваши, они же сами переезжали? Наши бармены сами, Вы, конечно, получается, дали переезжали. какую-то помощь просто людям оказались? Ну, какую помощь? Мы найти просто... работу. Это невероятное стечение обстоятельств, что мы нашли именно тех людей, которые подходят под наш формат, которые отвечают нашим требованиям и разделяют нашу философию. А вот Илюху, например, мы вообще забрали из Черногории. Он почти год работал в Черногории. И у нас с ним было смешное собеседование просто по зуму. Мы проверяли его ключевые компетенции бармена, не будучи барменами, и вообще... Да, это вообще прикольно вышло. Но матч случился, реально. Илья у нас сейчас в основном составе, и я думаю, что это реально какое-то стечение обстоятельств, что к нам приходят те люди, которые полностью разделяют наши ценности, и нам реально с ними повезло, мы всем им благодарны. Если бы не люди, не было бы ни такого успеха, и бар бы не проработал 2,5 года, потому что люди для нас на первом месте. Для нас люди и по одну сторону барной стойки, и по другую сторону барной стойки, потому что зачастую люди, которые работают в общепите в России, например, они довольно бесправные, у них невысокая зарплата, их постоянно дергают на переработку. Но, по крайней мере, вот человек, с которым я консультировался, когда открывал бар, он всю жизнь работал в барной индустрии, и он был в шоке просто от нормального нашего отношения к людям, потому что для нас люди в первую очередь, на самом деле. Огромный процент, ну не знаю, 90, выше 90% бизнесов малых, которые открывают здесь русские, он получается для русских также. То есть это начиная от сферы услуг, от барберов и заканчивая чем угодно, это получается все равно продукт русов для русов, потому что сербский бизнес, он зачастую непостижим, то есть им непонятен наш бизнес, да, наши пищевые привычки, бытовые привычки, а нам непонятны их. Вот здесь такая пекарня, которая открывается в 6 утра, и целый день в 2, видишь, они работают даже в 2 окна и не справляются, не вывозят. Значит, здесь будет очередь. Вот люди едут, бросают машину прямо так на аварийке, чтобы вот купить этих булочек. Тут всегда будет стоять машина на аварийке целый день будет очередь, но булочки невкусные абсолютно. Ассортимент достаточно, ну, ограниченный, и нету. Стоят-то, значит, вкусно? Они стоят, я не знаю, почему они стоят. Это Пойдем это ужасные булки. Сейчас конкретно стоят школьники. Вот у них от ближайшей школы здесь большая перемена. Но смотри, в пекарне нету кофе, нету напитков, нельзя платить картой, только наличка. Ну, вот это что? Ну, не советую. Да? Прям не стал бы на твоем месте тебе еще домой ехать. Я бы съел.
при всей непостижимости для нас, да, мы привыкли пекарня, какой-то там кофе, тебе там тройное латте на миндальном молоке, какие-то безумные десерты. Здесь тупо булки, самые простейшие, но все всегда очень взрослые дети, бесконечно здесь. Поэтому как открыть какой-то востребованный малый бизнес конкретно для сербов, я не понял до сих пор. Хотя я долго достаточно здесь живу и хорошо говорю по-сербски. Ну, не понимаю, как оно, за счет чего оно живет, в чем секрет популярности. Ну вот если здесь целый день простоять и посчитать трафик, сколько остановится машины, сколько будет, я не знаю, тут 10 тысяч чеков в день будет точно пробито. Видели очень много русских людей, очень много сербов, я так понимаю, видели. Вообще кого угодно. Я помню, я у вас был в гостях, и зашли какие-то то ли британцы, то ли какие-то туристы на английском. На экзит приезжало много иностранцев, да. И вот расскажи, пожалуйста, как русские воспринимают русских, как они друг с другом общаются, как сербы друг с другом общаются. Это же разные люди, разные вообще абсолютно, несмотря на то, что мы братья за уик и все такое. И как они друг с другом общаются. У нас просто выборка реально нерелевантная, потому что зачастую к нам, если бы мы открылись в каком-нибудь моногороде там, в России, у нас бы наверняка была другая публика, другая аудитория, с другим бэкграундом и с другими привычками, и в целом это были бы другие люди. Но про сербов я могу сказать, что они относятся друг к другу с уважением, нету какой-то такой предрасположенности и зачастую необоснованного там недоверия, да, вот как многие наши соотечественники относятся, типа, что вот, да, русский, да, точно, если ты русский, то ты наебываешь. Это не так, на самом деле. Здесь у нас повезло и с аудиторией, и с персоналом. Ну и в целом нам здесь комфортно, потому что, я вот прожил в России до отъезда 30 лет, получается. Я могу с уверенностью сказать, что в Сербии к русским относятся гораздо лучше, чем относятся русские к русским в России. Вот. Для меня это было откровением. И, у многих, конечно, сербов есть свои заблуждения, свои какие-то стереотипы и паттерны, да, которые многие из нас, наверное, разбивают их ожидания, они неоправданы. Но когда с ними общаешься, ты в целом можешь объяснить какие-то мотивы свои, какое-то свое отношение. И если человек с тобой общие точки соприкосновения, плотно общается, он погружается в твое информационное поле, и он меняет свое мнение о том, какой багаж у него знаний был до знакомства с тобой. Вы пробовали, может быть, сербов нанимать на работу? Нет, сербов мы нанимать на работу не пробовали. Это было бы намного легче с точки зрения оформления человека. У нас в штате только русские работают. Русский – это иностранец для сербского государства, и трудоустроить иностранца, в принципе, сложно всегда, в любой стране. Это x5 ко всей основной бюрократии, когда ты нанимаешь человека, ты должен за него там платить взносы, больничные, отпуска и так далее. Здесь это еще иностранец, то есть он занимает, по сути, рабочее место, потенциальное сербское, и ты обязан доказывать государству, что тебе нужен именно конкретно этот человек с его квалификацией и чем он так хорош. То есть это нужно объяснять и нужно получать разрешение. Я не могу просто так взять и нанять иностранца. Даже если хочу, даже если мне он подходит. Значит, пока мне служба занятости национальная, она должна мне разрешить это. Вот здесь тоже были русы, продавали сувениры ручной работы, но что-то пошло не так, переехали куда-то. Это намного легче с точки зрения оформления. Есть даже фишки, если ты нанимаешь человека с биржи труда, безработного условно, то тебе там плюшки дает налоговая на его взносы, то есть ты первый год за него ничего не платишь, даже что-то еще там, какие-то субсидии можно получить. Так, мы пришли к Бруно, бар, которого никогда не должно было быть. Посмотри, где мы находимся. Просто обычный спальный район. Мы находимся между магазином краски, между Фарбарой и между туристической агенцией, турагентством. То есть, по сути, это жилое здание, жилой дом, и это, конечно, наша основная боль. Шумно. Что мы находимся
Это им шумно, нам-то весело, нам-то хорошо. Да, мы находимся в жилом здании, и вот тут Игорь Федорович висит. Да. Кто-то принес его, мы его не закупали. Дорогие телезрители, никому не советую повторять этот трюк. Но получилось так, что сначала бар открылся, а потом у него начала формироваться концепция. Вообще должно быть наоборот. Ты сначала придумываешь, да, что будет. Ну да. Значит, наша концепция, ну, по воле обстоятельств, не знаю, от безысходности так сложилось, что мы стали таким душевным баром для своих, да, где на первое место вышли именно люди, именно гости стали решающим фактором, да, успеха нашего. Значит, Концепцию вы придумали, потому что вы галопом по Европам, что называется. Вы ехали галопом по Европам, и потом уже бизнес... Открылись, чего, куда, давай наливать пиво. И народ пошел, и все стали общаться между собой, сформировался костяк гостей, и до сих пор он есть, и ты сам это знаешь. Вот у нас есть чат в Телеграме достаточно живой, и когда здесь тусовка, все приходят, все друг друга знают, все со всеми здороваются за руку, все знают, что у кого происходит. То есть несколько лет мы тут, ну не каждый день, но все очень плотно общаемся, и вся движуха на самом деле это она и шла, и сейчас до сих пор идет от гостей. То есть мы как владельцы, да, обеспечиваем бесперебойную работу, да, там бара, чтобы горел свет, открывалась дверь, и чтобы там пиво лилось. А остальное это все заслуга гостей, ребят, которые к нам ходят, и все активности, которые у нас проводятся здесь, это все опять же, ну, бывает у нас там клуб любителей Формулы-1, да, вот Макс любит Формулу, вот он нам накатил аккаунт, мы, значит, теперь смотрим по выходным здесь Формулу, или там играем в мафию, да, например, это тоже вот пришли ребята, Влад с Катей, говорит, а давайте играть в мафию. Купили игру, значит, она лежит теперь в баре, и вот мы собираемся, играем в эту мафию. Или прилетал друг Ильи и подарил гитару бару. Он говорит, блин, клевое у вас место, но вам не хватает гитары. Я вам куплю, короче, Митя. Я вижу, когда играют на И гитаре. Митя принес гитару в дар бару, сказал, вот, давайте. Да любые, вот у нас вечер аниме, например, проводят вечера, вот ребята, кто увлекается, да, это вот инициативная группа, кому что нравится. Мы со своей стороны только рады, что такое есть, потому что у нас ступор мозговины, как правило, возникает. Либо мы вот в этой в текучке там не успеваем голову поднять, подумать, а как же нам вот поразвлекать брунозавров, да, наших гостей. Они сами, наверное, так себе придумали, не помню, откуда это пошло, что они брунозавры. А слово пивозавр. Да, от пивозавра, только в Бруно. И была у нас серия мерча, наверное, ну у тебя тоже вроде бы есть. Может повторить? Нет, и, ну и значки Брунозавр, и логотипы наши, вот все, что связано. У меня сумка ваша. Шопер Брун, ну вот тут тоже такое было. Слушай, поэтому фишка в людях, и тут наши заслуги немного. Мы открылись, получается, весна 23-го, это вот активные волны уже эмиграции сюда приехали, и да, людям просто нужно было место, где собираться, мне кажется, где они могли найти единомышленников, да, и там многие, кто работает в IT, они там вообще приехали одни, да, там без семьи, без особо кругов знакомств, и весь этот круг знакомств пришлось выстраивать с нуля здесь, и вот так вот он и сложился, и у нас, вот и у меня, и у Тёмы здесь знакомых за 2 года появилось, не знаю, в разы больше, чем это было за всю жизнь в России, за предыдущие там 30 лет. Но потому что так это здесь работает. Ты быстрее, легче сближаешься с людьми, вот здесь живя в эмиграции, чем... Ну, потому что вы еще и похожи, вы же по одним и тем же причинам здесь. Да, и вот это... Значит, у вас... базовые общие ценности есть, и дальше слово за слово все это пошло, и в принципе, брунозавры очень дружный народ. Они даже много общаются за пределами бара, и ездят какие-то поездки, куда-то летают. И
Я, кстати, Радостно. хочу про динозавров сказать, что я вышел из всех иммигрантских чатов. Остался. Остался только в Бруно чате, потому что здесь приятно общаться. И музыкальном чате там по тяжелой музыке. Все. Ну, Из всех иммигрантских Вот чатов я это- вышел только в Бруно. это о чем-то говорит, наверное, в том числе. А если бы не бар, что бы тогда открыли? Понятия не имею. Что-то бы открыли, надо было как-то выживать. То есть жизнь заставила, не было запасного варианта. Если бы... Игра в банк получается. Да, ну что-то бы открыли, вот, и я бы стоял бы, и вот не пиво наливал, а что-то насыпал бы другое. Гречку. Или гречку насыпал бы, да, по пакетам расфасовывал. Так, вот, оп. Уже все на автоматизме, этих бокалов тут уже налито миллион, наверное. О, красиво же. Ой, это этот. Это Конституция, коллекционное издание Российской Федерации. Прошу зафиксировать. Наклейки есть, если надо. Блин, охереть, конечно. Ты доволен? Спасибо, конечно.